Рассвет, народ уже раскладывается, хотя луна еще даже не спряталась. а мы в Свиднице, Юго-запад Польши. Верхняя Силезия, знаменитая своими стекольными заводами. Приветствуем всех на канале «Фарфор Европы». Чем нас сегодня удивит Свидница? В прошлый наш приезд на барахолочке в Свиднице были уникальные вещи музейного уровня. Ссылочка на видео найдете в описании. Только входим и сразу натыкаемся на... Silver Overlay. Вот ведь удача! Смотрите, какая красота! Целый сервиз. Это же Розенталь? Розенталь Помпадур. Изысканный какой! Белый с серебром. А васильковое трио? А это что за золотая роскошь? Франция? Нет, это КПМ Берлин. Дорого-богато. Красивое стекло. Может быть, даже Карл Пауда? А это старинная мокка. На 4 ножках, ну, конечно, нет клейма. Что тут еще есть красивого? Посмотрим. О, это же Розенталь Помпадур. Какие рога! И каминные часы. А вот здесь царство цветного хрусталя и стекла. Выбор шикарный. Многие фужеры – это уже музейная редкость. И неудивительно, что некоторые начинаются от цены в 140 евро. Богемия, накладное стекло. А вот эта шикарная ваза. Посмотрим ее поближе. Это Йозефина. Хута Йозефина. Фабрика стекла, которая находится недалеко от Еленей Гуры и до сих пор работает, но уже под новым названием. Юлия. Нас спрашивают в комментариях, на каких барахолках мы ищем предметы старины и роскоши. Мы ищем их везде. Можете зайти в плейлист «Блошиные рынки Европы». Там также есть наш репортаж с ярмарки в Еленей Горе. Эти чудесные фужеры с малиновыми цветами – это Розенталь, полный комплект. Атрибутировать стекло и хрусталь крайне сложно, потому что далеко не на каждом предмете ставится подпись и клеймо мастера. Специалисты на этом очень хорошо зарабатывают. А вот на этой вазе как раз стоит клеймо. Это роскошь от фабрики стекла Йозефина. Наличие клейма делает ее еще более дорогой, стоит баснословных денег. Один из продавцов рассказывал нам, что благодаря своим профессиональным знаниям по стеклу и хрусталю он смог поменять старенький автомобиль «Шкода» на новый внедорожник BMW. Какая потрясающая майолика! Очень красивое сочетание бирюзы с бежевым. Скорее всего, это Богемия, Австро-Венгрия. А слева ваза – это стиль Ар-Нуво. Продавец рассказывает, что сейчас в Германии маленький выбор и высокие цены. И если раньше он покупал у немцев, то сейчас немцы звонят ему, приезжают и покупают у него. Вот на днях немец позвонил, приехал и забрал 30 фужеров. Барахолочка в Свиднице находится в центре города и занимает огромное пространство, несколько площадей. Узнаете? Москва. А что это? Пудреница? Видимо, да. В серебряном обрамлении. Интересный стол у этого продавца. А это что, ведро для льда? Для бутылки шампанского? Но там должна быть крышка. А ее нет. Много предметов с посеребрением. Печати. Спичечница, котик. Спасибо, пани, за показ.
Какой интересный стол. Задержались на нем подольше. Даже помогли продать вот это трио от Herman Omme. Очень редкая марка из Силезии. А это Розенталь. Любимые Анютины глазки. А вот там ваза 19 века. Ручная роспись. Ах ты, какое чудо! Мока Пара никогда не встречали эту фабрику. Наутилус, Шотландия, существовала с 1896 по 1913 год. Это ручная роспись и, обратите внимание, техника амбре, переход цвета. Мы об этой технике рассказывали в шорте. Ссылочка в описании. Мы очень хотели купить этот раритет, но продавец заломил высокую цену и не спустил ни грошика. Две роскошные вазы справа. Узнаете? Это венгерский Херент. А розовая ваза – это роузбол без крышки? Видимо. Вдалеке шкатулка с яркими народными узорами, венгерская калоча. У нас есть шорт, ссылочка в описании. Уже что-то активно заворачивают. А вот этих ребят мы знаем с ярмарки в Елене Гуре. У них всегда замечательный и очень интересный товар. В прошлый раз это был ювелирный фарфор, декорированный в технике, Silver Overlay. а в этот раз у них тиловец и зарау. Покупают у них активно, несмотря на высокие цены. Подходят коллекционеры, удивляются, восхищаются, выбирают и покупают. Вот это интересное трио с крытьем цвета кармин. Вам нравится? Это тиловец. А вот еще очень интересное трио. Давайте посмотрим поближе. На ножках в виде шариков. Декор, цветы и бабочки. И это тиловец. Однако у нас возникло впечатление, что на довоенном фарфоре тиловец сделали декор гораздо позднее, предположительно во второй половине 20 века. Это, возможно, вы узнали? Конечно, это легендарная зарау из Силезии. Форма кавалер, декор Кармен. А здесь, к сожалению, потеряна десертная тарелочка. Розенталь, а декор очень милый. Это ар-деко. Конечно. Худшендройтер. Мока Пара. Тарелочка тиловец. А вот это трио тоже давайте поближе посмотрим. Это Ваймар и старое клеймо. Пока мы гуляли и думали, купить не купить, это трио уже забрали. Рядом красивая пара Шоколадница. в стиле ампир, вздернутой ручкой, на ножках. Кобальт и богатая золотая цировка. Это Линднер. И золотое нутро. эффектная модель. Очень. Ну, на что здесь еще обратить внимание? Очень милое трио. Давайте посмотрим. Это Томас. И, скорее всего, это 20-30-е годы. Большой золотой цветок – это тоже тиловец.
Tak, to jest Fischer, szefie. To jest wycisk w masie. И еще одно трио от Тиловец с узнаваемой ручкой в форме веера. Ой, какая красивая пара. Надо будет поближе ее посмотреть. А это? Это Розенталь. Это Зарау. Редкая форма. Историю легендарной фабрики Зарау можете посмотреть в нашем видео. Ссылочка в описании. И вот мы дошли до этой пары. Без клейма. И мы предполагаем, что это Англия. Чудесный декор. И охраняет стол тигр. А вот эта часть рынка уже не на мостовой, а на каком-то песчанике. Какой интересный тоже стол. Здесь очень много стекла цветного. Видимо, художественное стекло. О, а здесь и картины. Дама с горностаем Леонардо да Винчи. Точно, дама с горностаем. Ух ты, какой огромный выбор пашотниц из яркого прессованного стекла. А вы знаете, есть огромное количество коллекционеров таких куриц. И стоят эти курицы немало. Свидница сегодня богата на тиловец, что удивительно. Вот такое трио, интересная форма ручки. Мы встречали подобную форму, но в гораздо более богатом, редком декоре в Люблине. Ссылочка на видео, как обычно, в описании. Еще прекрасные хрустальные фужеры, в том числе от фабрики стекла Йозефина. Вот полюбуемся. Все редкости, достойные музея. Можете даже посмотреть цены в злотых. 550 злотых – это 130 евро, причем это цена за один фужер. Есть и по 750 злотых, это почти 180 евро. Ах ты, какая красота! Посмотрите, яркая. Это Силезия. Это пара 950 злотых, приблизительно 230 евро. Продавец приглашает на торги для коллекционеров в Лодзи. Надо бы съездить. Посмотрим. Майсон 800 злотых, это 190 евро. Красивый редкий фарфор у продавца, но и цены впечатляют. Какая красивая минажница. Много фигурок. А это райская птица. От Хученройта, дизайнер Ханс Ахцигер. 700 злотых – это около 170 евро. Подобную райскую птицу, но уже от Карла Энса, мы недавно видели в Бытаме.
подставки под керосиновые лампы, А вот какая барышня в пышном платье. Наверное, спешит на бал. фигурки от Розенталь. Коллекционные рождественские тарелки от КПМ «Берлин». Лимитированная коллекция. Кобальт, золото. Такие тарелки у нас есть. Подробности в канале в Телеграм. А эту красоту мы видели в Ченстахово. Более подробно вы можете посмотреть наше видео в плейлисте «Блошиные рынки Европы». Что характерно, интересный товар продают не только на столах, но и на земле на клеенке. Вот тиловец, узнаете? С характерной ручкой-веером. Очень элегантно, очень красиво. Цены на тиловец стартуют приблизительно от 100 евро. Даже на потертые. Любимый многими в Европе Ломоносов. Кобальтовая сетка. О, а это же Зарау. И тоже на клеенке. И вот там вдалеке Зарау. Не подобраться. Форзиция. И Форзиция, и Трио Люксус. А поближе Три Трио тоже Зарау. Форма попроще. Много интересного товара. О, да это же Розенталь Помпадур. Какая золотая красотка. Прям дворцовый вариант. Точно. Посмотрим ее поближе. Очень эффектная форма. Это довоенная. Ten czajniczek bardzo mi się spodobał. Очень симпатичный чайничек с ручной росписью. Видите, пользовались часто. И красивые тарелки, декоративные. Дама. Богемия. И сцена бала. Снова кобальтовая сетка. Ломоносов. На каждой барахолочке будет кобальтовая сетка. С удовольствием любуются, с удовольствием покупают, используют в повседневной жизни. Очарованные, околдованные, с кучей впечатлений. А не пора ли нам подкрепиться? Мы тут швейцарскую кухню нашли. Конечно, пора. Вот посмотрим. Спагетти с соусом сливочным и сыром камте. Какая огромная головка сыра. Шикарно выглядит. Надеемся, и по вкусу будет чудесно. Кто хочет видеть больше барахолочек из разных мест Европы, распаковок, подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч. Пока. Увидимся.